Вы, наверное, замечали, что некоторым женщинам мужчины дарят квартиры, дорогие украшения, дорогие машины, а некоторым даже не дарят цветов. В чем уникальность этих женщин? Сегодня поговорим с Мариной Усенко, психотерапевт, лайф-ментор. Женщина не должна дарить дорогие подарки, она должна дарить эмоции. Да ладно, ты серьезно? Она его без любви, она его чисто разводит. А в обмен нужно стребовать с человека то же самое, что ты дал ему. Положила сюда ключи от машины, от квартиры, вот это белье, все, что я тебе купил, ты все кладешь сюда, выходишь, в чем ты зашла. Этот метод тоже пригодился, потому что со мной он сработал. Я так хочу, чтобы он мне дарил цветы, он мне даже не дарит цветы. В чем причина? Мужское и женское мышление, оно отличается друг от друга. Женщина, она более эмоциональная, мужчина, он более логичный и более прагматичный. Ученые говорят о том, что даже во время формирования зародыша можно определить, какой будет пол по тому, где находятся скопления нейронов. То есть мы разные, мы по-разному работаем. Мужчинам, конечно, если вы хотите, чтобы они дарили подарки, мы говорим о нормальных семьях, хороших взаимоотношениях, то важно говорить откровенно. Можно даже показывать картинку. Говорить: милый, я хочу вот эти духи на 8 марта. Или я хочу вот это колечко. Или я хочу еще вот такие цветочки. Конечно, это уже не будет для вас сюрприз, но вы точно получите желаемое. Но если вот он говорит: ну, блин, ты столько хочешь, да, я еще столько не зарабатываю. Вот ты хочешь вот это кольцо с бриллиантом, ну подожди, как бы я еще столько не зарабатываю. Если происходит такая ситуация, что есть пара, есть мужчина и женщина, она там хочется ей всего, она насмотрелась инстаграмов, она насмотрелась красивых журналов, она очень хочет красивой жизни, но при этом они живут в небольшом провинциальном городке, в котором она хочет бриллиант от Тиффани. Но тут нужно, во-первых, понимать, есть желание, есть возможности. Они как-то плюс-минус должны, конечно же, совпадать. Второй вопрос. Что может твой мужчина, насколько он готов к росту, да, потому что это кольцо, чтобы тебе подарить, ему нужно зарабатывать какую-то сумму в месяц. Как он может это зарабатывать? И тут еще вопрос к себе. Даришь ли ты ему заботу, внимание и любовь? Потому что отношения, они не могут быть построены только на деньгах. Очень важный закон обмена, и очень важно его соблюдать. Когда мы с мужчиной берем только деньги, мы женщины, тогда в ответ мы даем там, я не знаю, то есть чисто физические вещи. Деньги — это физическое, материальное, мы материальное даем в ответ. Там, скажем, грубо немножко, приготовленный борщ, чистые полы, вот они, умытые дети, все. Но мы не даем в ответ любовь. Нельзя за деньги купить любовь. Если мужчина проявляет заботу, внимание, любовь, и мы даем в ответ внимание, любовь, у нас закрыт обмен, он как бы закольцовывается. Если же женщина дает любовь, дает заботу, дает уют, дает тепло, а в ответ она получает только губозакаточную машинку, то тут вопрос нарушения обмена. В свое время мне сказали такую фразу, она прозвучала, может, немножечко некрасиво и грубовато, что в обмен нужно стребовать с человека то же самое, что ты дал ему. Бывает такая ситуация, что ты ему говоришь, мужчине своему: я хочу, например, завтракать в кафе там хотя бы раз в месяц, да, там по выходным. А он говорит: да, хорошо, хорошо, а потом этого не происходит. Да? Ты вроде бы говоришь, что ты хочешь вот так вот, но этого все равно не происходит. Как вот быть? Я своим клиенткам всегда предлагаю конкретизировать. Милый, каждый четверг, каждый второй четверг месяца, то есть конкретная дата, конкретное число, мы с тобой завтракаем в кафе. Первый раз тебя приглашаю я, в следующий раз хочу, чтобы пригласил ты. То есть это приходится организовывать, это самый хороший подход. По поводу подарков у моих клиентов одних есть такая классная фишка, у них группа Telegram, и они оба туда набрасывают картинки того, чего им хочется. Картинки, названия. Это пара? Да, это пара, это муж и жена. То есть у них разный достаток в разные времена. Я не могу сказать, что это прям очень богатые люди, но они туда набрасывают картинки. И когда приходит праздник, у тебя есть возможность, ты открываешь эту группу Telegram, находишь там, у меня есть там такая сумма денег, я могу милой купить вот это она хочет. И вроде как и сюрприз, и одновременно человек вложился в ту сумму, которую хотел. Очень удобная штука. Да, мы все женщины хотим подарки, чтобы нам дарили, да, и иногда сами не думаем о том, что вот мужчине же тоже нужен, он тоже хочет, чтобы ты ему что-то, не обязательно, чтобы это было дорогое, да. Вот я помню, когда у моего мужа было день рождения, а мы на даче были в это время, у меня маленькая дочка, совершенно там еще до года, может, несколько месяцев было. Мы ходили в ближайший магазин, брали там какие-то баночки пива,
какие-то там сухарики, там рыбку, и делали, упаковывали такой торт, пивной торт. И ему это было очень приятно. И вот такие, да, это вот стоит просто 3 копейки, но это не дорогой подарок, но это очень большое внимание. Это эмоции, это вот замечательно. Вот пивной торт, то есть это говорит, ну когда вы дарите такой подарок, этот же подарок, он звучит по-другому. Что слышит мужчина в этот момент? Ну, во-первых, они знают, что я люблю пиво, рыбку, там я люблю вот эти сухарики, вот это все. Мои девочки не просто поставили, а мне торт. То есть это же не просто сгрузили в пакете, на тебе, да, то есть это забота, это проявление заботы, любви. Обо мне подумали, они старались меня удивить, они старались что-то для меня сделать, да. Каждый из нас помнит первые открытки своих детей, да, сделанные своими руками. Это очень теплые такие воспоминания. Ну и сколько я общаюсь с мужчинами и задаю тоже такой вопрос, мне всегда интересно вопрос подарков, как они смотрят на жизнь, как у них простраивается их сексуальность, вот. И интересный ответ, что в основном мужчины, они все хотят впечатлений. Это не обязательно девушка, обвязанная красным бантиком, подарившая себя. Почему тоже хорошо? Нет, это прекраснейший подарок, чудеснейший, но это тоже эмоция, да, то есть вот она для меня постаралась. Для них очень важно получать подтверждение того, что они важны. Ну, потому что женщина, которая постаралась, женщина не должна дарить дорогие подарки. Этого не должно быть. Она должна дарить эмоции, потому что женщина — это чувство, это ощущение. И когда женщина умеет наслаждаться жизнью, она умеет получать от нее удовольствие, мужчина этим от нее заряжается. Мужчины так устроены, к сожалению или к радости, просто это так есть, что они не умеют получать удовольствие от жизни. Они удовольствие от жизни получают через своих женщин, помогая им что-то получать, видя вот это «Ой, как хорошо», да, там «Ой, как ты меня порадовал», да, то есть вот эту эмоцию, это их насыщает, они в этот момент чувствуют «О, так я король, смотри, вон, как она радуется, ой, я сколько ей, так это я могу, так я, подожди, я тебе еще такое подарю, да, я тебе такое принесу». Ну, то есть у мужчины включается тогда желание заботиться и дарить вот эту радость, потому что есть обмен. А когда подарила, ему там скривились, ну, не знаю, там какой-то подарил фигню, я вот это. У меня даже такое было раньше, когда вот небольшой достаток в семье, да, и муж приносит букет цветов, но ты понимаешь, что он потратил деньги. А денег, ну, не сильно много, да, вот нам надо там на что-то мы собираем, там, я не знаю, мы хотим ремонт сделать или что, я не помню даже. И ты говоришь, что, ай, ну зачем ты купил, лучше бы ты не покупал, лучше бы там мы сэкономили. И он просто перестает тебе дарить потом цветы. Да, подарки надо принимать независимо от того, сколько денег осталось в семье. Никто еще с голоду не умер, насколько я знаю. То есть всегда как-то все разруливается, да, каким-то волшебным образом. То есть если мы тратим больше денег, мы всегда думаем, где бы их больше заработать. Ну, в какие-то трудные времена всегда можно было чего-то там перезанять и как-то уложиться. На моем пути встречались такие девчонки, которые только богатых парней себе искали. Вот у них прям цель такая. И им реально дарили классные дорогие подарки. Ты иногда смотрел и думал, да ладно, ты серьезно? Она его без любви, да, без ничего, она его чисто разводит. И он при этом ведется и дарит ей дорогие подарки, машины. А другая девушка, которая с открытым сердцем действительно любит человека, она не может дождаться вот этого, ну вот хоть каких-то там, хоть какого-то букета. И тогда думаешь, в чем здесь вообще вот феномен? Есть такое, когда девочки умеют, как ты говоришь, разводить на деньги, да, они это очень успешно делают, и появляются такие мужчины, но обычно ж как, подобное притягивает подобное. Она притягивает тех, кто готов, чтобы его разводили на деньги, но мы же не знаем, да, они же не рассказывают, эти девочки, что происходит за закрытыми дверями, чем они платят за эти подарки на самом деле. Да, красиво показать, вот он мне подарил машину, вот он мне подарил квартиру. Но обычно в таких отношениях работает именно товарно такой рыночный тип, когда я тебе купил, и ты теперь делаешь то, что я тебе сказал, потому что я за это все заплатил. И очень часто такие отношения, когда заканчиваются, девочка слушает, положила сюда ключи от машины, от квартиры, вот это белье, все, что я тебе купил, ты все кладешь сюда, выходишь, в чем ты зашла. То есть очень часто вот этот момент. Поэтому здесь вопрос всегда, то есть как бы нету правильного ответа, как делать. Делать надо так, чтобы ты была счастлива. Сами деньги вообще не могут быть целью. А деньги не делают нас счастливыми, они временно могут показать нам, да, мы достигаем, мы можем, но когда человек зарабатывает определенную сумму денег, о которой он мечтал, и может себе позволить то, о чем он мечтал, он покупает, и дальше что? И дальше цели нет. А нет цели,
нет ощущения счастья. Это вот легко можно сказать про мам, которые живут своими детьми. Потом дети выросли, у нее цель в жизни, и она все, она не знает, что ей делать, она ко всем лезет, она везде вмешивается. Ну вот здесь та же самая история. А девчонки, которые с большим открытым сердцем, ну не нужно голой выходить на улицу, да, мы раздеваемся только с близкими, поэтому, возможно, там идет перебор. То есть, если мужчина не дарит, не возникает у него к своей женщине желания заботиться, подарить ей цветы, ну вот позаботиться о ней как о маленькой девочке, чтобы увидеть вот именно эту реакцию, то тут несколько вариантов. Возможно, женщина не умеет проявлять эти реакции. То есть, возможно, она берет подарки с очень равнодушным видом, либо она все время ими недовольна. Это не стимулирует, это в определенный момент останавливает желание дарить подарки. Человек будет искать себе потом кого-то на стороне, кто будет давать ему эту яркую эмоцию. И желание вот все время себе что-то подкалывать, что-то себе улучшать, это же вариант просто неумения любить себя. Мы же не приучены. В Советском Союзе, все мы родом оттуда, скажем так, это наши дети уже, вот наше поколение наших детей, оно более свободное. А в Советском Союзе после войны осталось много женщин, да, женщины Стелла. Они заморозили эмоции, они восстанавливали страну. Они не знали, что такое подарки, они не знали, что такое любить мужчину, они вообще не знали, как это любить себя, это вообще это не стояло. Вот. Они родили поколение детей, которых они научили только тому, что они умели сами. Как дарить подарки, никто не знал. Как выстраивать отношения, никто не знал. Была только такая страна советов. Люди не умели настолько заниматься собой, что они целыми днями занимались тем, что смотрели, а как вот у Маши, а как у Пети, как у Коли, а вот туда вот это постоянное обсуждение и советы. А когда вы женитесь? А когда у вас будут дети? А почему вы до сих пор не сделали ремонт в квартире? Сейчас мы вам поможем, мы знаем, как делать. Да не надо, ребят, займитесь собой. Прежде чем подсказывать своему мужчине, какой подарок подарить, нужно посмотреть вовнутрь себя и понять, а кто я вообще. То есть вопрос «любите меня такую, какая я есть», это прекрасный. Прекрасно любить человека таким, какой он есть, но таким нас любят родители. К примеру, да, там нам нравится мужчина определенного роста, определенной ухоженности, там, может быть, с маникюром, там, ездящий на определенных машинах, дарящий вот такие подарки. И тогда нужно женщине подумать. Вот такой мужчина, он кого видит с собой рядом? Подойти к зеркалу и честно себе ответить, вот меня или какую-то другую женщину? Если другую, тогда какую? Как эта женщина двигается? Как эта женщина ухаживает за собой? Какое она носит белье? Какую она носит одежду? Как она обувается? Умеет ли она делать удобно для себя или она все время подстраивается под него? Мама, например, когда в детстве, да, меня воспитывала, она говорила всегда, что я должна выстроить так свою жизнь, чтобы я не зависела от мужчины, чтобы я сама могла себя обеспечить. Да? Мне кажется, так многих девочек воспитывали, и потом вот это принять от мужчины, что мужчина может о тебе позаботиться, что ты можешь и не работать. Это очень сложно, когда тебя так воспитывают, ведь правда? Это правда, и здесь важно тоже это все уравновесить. Вот мне много времени понадобилось на то, чтобы уравновесить это все. Уравновесить это сложно, если мама такая сильная, самостоятельная. Но опять-таки это корни из Советского Союза, к сожалению. Хорошо, что ты вот это осознала вовремя, да, и начала что-то менять, перестала куда-то ломиться, бежать впереди, там, да, там доказывать что-то, а вспомнила, как это быть женщиной. Но когда хочется обеспечивать себя, должна ли женщина себя обеспечивать? Однозначно, мое мнение, что должно быть у женщины образование и понимание того, как она зарабатывает деньги, и какие-то деньги она все равно должна зарабатывать самостоятельно. В жизни бывают очень разные ситуации. В современном мире у нас войны, наводнения, ну, то, что мы видим в новостях, то, что происходит. То есть надо понимать, что в любой момент город может быть сметен с лица земли, да, и там могут сгореть квартиры, могут сгореть банки, могут сгореть деньги на счетах, и человек может остаться просто вот так. Классные, богатые люди были вчера, а сегодня они просто стоят посреди улицы, не знают, что им делать. И вот, к сожалению, так часто сейчас бывает. И сейчас очень много такого, да, и поэтому выживают только те, у кого есть большое количество навыков. У меня тоже вот этот период был, когда я воспользовалась тем, что мама мне говорила, что надо на себя полагаться, что надо уметь самой зарабатывать, да. И это было очень-очень кстати. Я рассталась с своим первым мужем и начала сама зарабатывать деньги. И стала такой женщиной-кремень, такой зарабатываю, бизнес, там, квартиру купила 4-комнатную, 2 машины и так далее, да. И в какой-то момент
я стала задумываться, что я хочу быть женщиной. Я хочу, чтобы возле меня был мужчина, опора моя, да, поддержка. Я все-таки не хочу быть одна и нести вот этот весь груз на себе. И мне тоже подруга, которая занималась психологией, она мне подсказала такой лайфхак. Говорит, напиши письмо самой себе и опиши того мужчину. Просто я рассказываю для того, чтобы, может быть, кому-то из вас этот метод тоже пригодился, потому что со мной он сработал действительно. Она говорит, напиши письмо, распиши, какой мужчина должен вот быть для тебя классным, да, то есть какого ты хочешь мужчину рядом с собой. Я написала, какого он роста, телосложения, какого цвета у него глаза, чем он занимается, как он относится ко мне, какие он дарит мне подарки. Я расписала вот все. Ну, я как бы не верила в это, потому что мне казалось, что это какая-то, ну, такая, ну, ладно, сделаю. Ну, раз ты мне там посоветовала, я сделала. Я сложила, там какую-то книжку положила. И когда я своего мужа Сашу встретила, как-то мне попался этот листок, и я почитала, а это было все так, как я написала. Это прекрасный метод. Работает же, это же ты пришла в ресторан Вселенной и говоришь так, мне, пожалуйста, картошечку фри среднего размера, там, чикен макнаггетс, да, там такого размера, ну вот как-то в Макдональдсе всегда проще это представить, да, потому что там четко. То есть ты задала четкие данные. Что происходит? Когда мы пишем, это работает определенным образом. У нас срабатывают глазодвигательные координации. И наш головной мозг, вот это все как бы оно туда запечатывается. То есть на уровне мысли оно не остается. Когда мы прописали, там идет сложная работа наших нейронов, и ты положила программу. То есть ты положила фильтр таким образом себе вот туда. И глядя на мужчин, твой мозг подбирал тебе. Так, нам нужны голубоглазые, все, кореглазые никто не подходит, да, например, там. Так, нам нужно такого тела. То есть он это собирает в схему, как вот показывают в фильмах про будущее, да, когда вот эти невидимые компьютеры, когда вот это все в воздухе собирается. Вот так мозг собирает в воздухе, подбирает, как может быть фильм «Терминатор», кто смотрел, да, так, жук, оно не оно, да, жук, оно не оно. Вот, то есть и отбрасывает сразу, не обращая твое внимание на тех людей, которые не подходят под это описание. Вот наблюдаю, парень такой очень ну, прижимистый, жадный. Думаю, блин, какая вот девушка вот будет с ним жить, да, если вот он будет вот настолько бояться ей там какой-то букетик подороже купить или что-то. И потом смотрю, как подбирается пара, в которой я вижу, что вот, ну не знаю даже, как они будут, да, а в итоге она его так меняет, что он уже начинает и как-то раскошеливаться на какие-то вещи, и возит ее куда-то или что-то. Вот, ну вот как это вот работает? Ну, она ему объясняет, она ему говорит, милый, подожди, я, конечно, бережливая, мы с тобой вот на корову отложили, да, там или там на что там, на поездку отложили, а я? Ты же понимаешь, что я же женщина, я же хочу. И когда женщина вот таким образом отстаивает каждый раз себя, да, вот, ну, тут зависит, конечно, много факторов. Разные мужчины, разные женщины, да, но мужчинам надо говорить. Просто одному надо намекнуть, и он быстрее там это берет. Ну, то есть тоже зависит от психотипа. Другой уже мамой воспитан, мамой заложено. То есть очень много на самом деле родителями закладывается. Если мама с детства приучила мальчика, скажи тете, что она красивая. Вот у меня у подруги есть 3-летний сын. И когда я ей звоню, он спрашивает, а кто звонит? А Марина. А какая Марина? А вот та, у которой собака Астра. Помнишь? Помню. Покажи. Показала. Скажи теперь тете Марине, что она красивая. Не хочу. Как это не хочешь? Ты мальчик, скажи. Да, то есть она 3-летнему уже закладывает. Ты увидел тетю? Знакомую тетю, незнакомую, неважно, скажи ей, что она красивая. Вот, то есть, и вот эти вещи, когда они заложены с детства, подарить маме подарок, да, мама же первая женщина, с которой общается мужчина. То есть мы же выбираем себе партнеров под определенные задачи, сами не зная того. Поэтому важно разбираться в себе, важно убирать какие-то паттерны поведенческие, потому что тогда можно увидеть других людей. Их очень много, тех мужчин, которые дарят подарки. Которые дарят подарки не для того, чтобы ты пошла себя переделала, а потому что он так о тебе хочет заботиться. Он хочет, чтобы у тебя было вот это. Потому что ему приятно, когда ты берешь эту вещь в руки, и у тебя идет какая-то эмоция. Ты становишься радостнее, счастливее. И он от этого получает удовольствие. И это его заряжает на что-то новое, сделать лучше ваш дом,
повести куда-то на другой отдых. Да? Мужчины, они достигаторы, им нужны следующие вершины. Девочки, пишите под этим видео обязательно вопросы для Марины, потому что я сейчас словила себя на мысли, что я хочу с ней записать еще один выпуск с ответами на ваши вопросы. Прошлое видео, которое было с Мариной, тоже собрало много очень реакций. И в ТикТоке мы есть, и в Инстаграме, и в Ютубе. Под видео пишите обязательно свои вопросы, и мы сделаем такой еще один выпуск «Вопрос-ответ». И также не забывайте о том, что все контакты наших спикеров, которых мы приглашаем к нам на YouTube-канал, и подарки, которые они оставляют для вас, будут в описании под этим видео. Марина, ты сегодня тоже приготовила какие-то подарки для наших девушек, для наших зрительниц? Конечно, подарок обязательный — это твой промокод, по которому девочки могут зайти на нейротренинг и купить его со скидкой 20%. Нейротренинг — это база для тех, кто хочет быть женщиной, кто хочет быть той, которая дарит подарки, которая заботится. Это базовое то, что у нас должно быть, потому что наше тело, оно нам все подсказывает, все говорит, а для женщины это вообще очень важно. Поэтому, когда мы знаем свое тело, умеем им правильно пользоваться, а не как белка в колесе целый день работаем, да, ну, то есть это можно, я имею в виду, работаем вообще, то есть живем в этом колесе, просто в каком-то забывая о том, кто мы, где мы, а потом в какой-то момент, ой, я же девочка, я же хотела, ну, так если ты хотела, надо было вести себя по-другому. Я бы советовала перейти в описание под видео, перейти на YouTube-канал Марины, послушать подкасты, которые она записывает, и потом уже после той информации переходить, наверное, да, в эту обучающую конечно. программу, потому что Марина и бесплатно много информации дает, который можно впитать и много для себя взять для этого. Ну и второй наш подарок — это моя нейромедитация, как раз-таки связанная с нашей темой. Это тема любви внутренней. Когда мы живем из состояния любви, у нас получается абсолютно все, и включаются все сферы нашей жизни. Поэтому я бы рекомендовала нашим зрительницам сделать таких 2 очень важных шага. Первый — задуматься о том, какого мужчину я хочу видеть с собой, какое я хочу отношение к себе, прописать это, посмотреть на себя в зеркало, вот то, о чем я говорила, и понять, та я женщина или не та, и какая нужна. Потом поставить на запись телефон и пойти на кухню просто заварить кофе или чай и снять себя. В чем, как вы завариваете чай. Только обязательно не готовиться, сделать это так, как вы делаете всегда. Не нужно сильнее выпрямлять спину, поправлять как-то волосы. Сделайте так, как вы это делаете всегда. Вот встали с утра, включили запись и засняли себя. А потом посмотрите, это на записи не вы. Это человек, который очень похож на вас. Вот посмотрите на этого человека и проанализируйте. И вспомните первую свою картинку. Вот это та женщина или нет? И что в ней нужно поменять? Вот это маленькое видео позволит вам очень многое поменять в себе. То есть открытия идут сразу. Боже, а где одежда, а что, а как, когда я успела такой стать? Вы успели такой стать, значит, вы можете стать другой. То есть дальше начинается путь работы над собой. И третьим шагом просто закройте это все, нейромедитация. Пускай он станет таким переходом между тем, что у вас есть сегодня, к тому, что вы хотите на самом деле. Спасибо, Марина. Девочки, любите себя, берите все, что вам дают, и относитесь к себе с любовью и уважением. И обязательно ставьте лайк под этим видео и пишите вопросы в комментариях под этим видео, и мы сделаем еще один подкаст с Мариной «Вопросы и ответы». Пока-пока.